История крушения Кольской нефтяной платформы. Кольская самоподъемная нефтяная платформа, построенная в 1985 году финской судостроительной компанией Раuma Repola. Платформа имела треугольную компоновку с консолью и тремя независимыми опорами для закрепления на морском дне. 18 декабря 2011 года во время буксировки к Сахалину платформа перевернулась и затонула. В результате кораблекрушения погибло 53 человека. После постройки платформа долгое время работала в акватории Кольского залива, позже была сдана в аренду. После окончания работы в Кольском заливе буровая платформа была передана для работы на Сахалинском месторождении. Плавучая буровая установка «Кольская» была транспортирована из Мурманска в Магаданский морской торговый порт на теплоходе «Траншельф». Операция по перевозке длилась с мая по август, позже в течение 2 недель велась сборка подготовки платформы к бурению. Маршрут трансокеанской операции проходил по Атлантическому, Индийскому и Тихому океанам, его протяженность составила 19 тысяч морских миль. В ряде СМИ появилась информация о том, что 17 августа 2011 года при подтоплении судна для снятия платформы в одном из танков была обнаружена трещина. В качестве причины возникновения этой трещины были упомянуты обстоятельства погрузочно-разгрузочных работ, при которых центр тяжести буровой сместился. Видимо, трещина была заделана вскоре после обнаружения, так как буровая начала работу на скважине первоочередная в течение 10 дней. Позже факт наличия трещины подтвердили в Arctic More нефтегаз разведке. 26 августа 2011 года 2 буксира провели платформу в Охотское море на западно-камчатский лицензионный участок шельфа. В сентябре 2011 года установка приступила к бурению скважины первоочередная глубиной до 4 километров. Работы проводила компания «Газфлот», дочернее предприятие «Газпрома». С собственником платформы Arctic More нефтегаз разведка был заключен контракт, который предусматривал выполнение работы по бурению и испытанию скважины первоочередная. 18 декабря 2011 года ледокол «Магадан» и буксир «Нефтегаз-55» буксировали платформу от западного побережья Камчатки на Сахалин. В процессе буксировки суда проходили район с сильным штормом, сила ветра достигала 15 метров в секунду, высота волн – 5 метров. Поступление воды привело к значительному дифференту на нос. Штормовыми волнами были повреждены палубные конструкции. Также был поврежден буксирный трос с ледокола «Магадан». Буксир «Нефтегаз-55» аварийно отдал буксир и направился к платформе для спасения людей, собравшихся на верхней палубе. 3 человек выпрыгнули в воду, их забрали на борт буксира. Усилившийся дифферент привел к заваливанию платформы на борт. Основную массу людей, приготовившихся к эвакуации, накрыло рухнувшей вышкой. В результате аварии буровая платформа перевернулась и затонула на глубине 1442 метра. Катастрофа произошла в 200 километрах северо-восточнее Сахалинского мыса Терпения. Во время катастрофы на ней находилось 67 человек, 53 членов экипажа и 14 прикомандированных специалистов. Буксир «Нефтегаз-55» также получил трещину в корпусе. Причиной кораблекрушения стал обрыв буксировочного троса ледокола «Магадан» и последующее повреждение платформы штормовой волной. Такова версия компании-судовладельца. Однако существуют неопровержимые данные, что причиной трагедии послужила цепь грубых нарушений правил буксировки самоподъемной буровой установки и аварийное состояние корпуса буровой платформы. В документах завода-изготовителя самоподъемной буровой установки «Кольская» четко указано, что буксировка морем запрещена в зимнее время в зимних сезонных зонах. Федеральный арбитражный суд признал действительность этого запрета. А согласно инструкциям Российского морского регистра судоходства, буксировки самоподъемной буровой установки в Охотском море запрещены уже после 15 октября. Попадание самоподъемной буровой установки «Кольской» в шторм в зимнем Охотском море – это следствие факта незаконной буксировки в районе,
где штормы в это время года практически не прекращаются. Причиной большого числа человеческих жертв стало наличие лишних людей на борту. Согласно инструкции по безопасности морских буксировок, для обеспечения безопасности буксируемого судна на его борту может находиться квалифицированный экипаж или его минимально необходимая часть, возглавляемая капитаном. Буксировка судна с пассажирами на борту запрещается. Об этом же говорится и в приложениях к руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации Российского морского регистра судоходства. На борту Кольской в момент трагедии находились не имеющие никакого отношения к процессу буксировки буровики, геолог, врач, а также обслуживающий персонал, среди которых было 6 женщин. Недостаточная прочность корпуса дала о себе знать еще в августе 2011 года, когда по прибытии платформы Кольской на судне перевозчики Траншельф в порт Магадан в корпусе самоподъемной буровой установки были обнаружены трещины. Ремонт корпуса был проведен с отступлениями от требований по ремонту и носил временный характер. Таким образом, платформу Кольская направили в зимний перегон с непредусмотренными ее техническими характеристиками, с аварийным корпусом, и 67 людей были на борту, большинство из которых не имели к буксировке никакого отношения. В воскресенье 18 декабря 2011 года до наступления темноты было спасено 14 человек с платформы, найдено 4 тела погибших. Из-за шторма спасательная операция была приостановлена до понедельника 19 декабря. 19 декабря в 0 часов 10 минут по хабаровскому времени в район происшествия подошло судно «Смит Сахалин» для проведения поисково-спасательных работ. Всего было спасено 14 человек, найдено 17 тел погибших. Остальные 36 человек считаются пропавшими без вести. В Мурманске порте приписки платформы 20 декабря был объявлен траурным днем в память о погибших моряках. На Новом Мурманском кладбище был открыт мемориал, где захоронены 8 членов экипажа и увековечены имена всех погибших. Поиски были прекращены 22 декабря 2011 года в связи с приближением в район поиска глубокого циклона и потерей разумной надежды на спасение потерпевших. Родственники погибших утверждали, что несколько человек с Кольской почти добрались до ледокола «Магадан», но потом судно сделало маневр, и они исчезли под ним. Дочь капитана Терсина заявила: спасательная операция началась поздно. Экипажу Кольской приходилось согласовывать с Арктик-Морнефтегаз разведкой каждый свой шаг, маршрут, маневры, говорят, даже подача сигнала СОС согласовывалась. Супруга старшего механика по буровому оборудованию платформы Ильи Карташова Елена Богуш заявила, что ответственность за гибель людей должно нести также руководство МЧС, которое вовремя не организовало спасательную операцию. 1 февраля 2012 года стало известно, что небольшое судно-мотобот с надписью «Кольская-1», вероятно находившееся в составе буровой платформы «Кольская», обнаружил старший маячный Южнокурильского острова Уруб в 50 метрах от берега в районе мыса Ван-дёр-Линда на юге этого острова. На мотоботе были видны пробоины в правом борту, в кормовой и носовой частях судна. Доступ к мотоботу был крайне затруднен и с суши, и с моря, из-за того, что побережье в этих местах скалистое и обрывистое, сильное течение и множество камней, опасных для шлюпок. Для обследования мотобота решался вопрос о привлечении вертолета МЧС. Родственники моряков с буровой платформы «Кольская» выразили намерение ходатайствовать перед президентом РФ о посмертном награждении 2 погибших мотористов, Алексея Бубнова и Романа Тихонова. Александр Кудасов, глава профсоюза компании «Арктик-Морнефтегаз Разведка», рассказал, что они подплывали к людям без сознания и подтаскивали их к борту буксира «Нефтегаз-55». Как утверждается, только Алексей Бубнов лично спас 3 человек. Когда Леша подплыл, мы кинули ему трос, но он не стал цепляться за него, а привязал человека, который был рядом с ним в воде. Затем он подтащил еще одного парня. Потом еще одного.
После этого он поплыл за следующим, но уже не вернулся. По факту крушения самоподъемной буровой установки «Кольская». Дальневосточное следственное управление на транспорте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и управления морским транспортом, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». В ночь на 13 октября 2012 года следственная группа на гидрографическом судне «Кендрик» с помощью глубоководного аппарата «Трайтон» произвела осмотр самоподъемной плавучей буровой установки «Кольская». Материалы обследования направлены были на специализированную экспертизу в Санкт-Петербург. В течение месяца эксперты должны были назвать причины крушения плавучей буровой установки. 6 апреля 2013 года было сообщено об окончании экспертизы причин гибели платформы. Результаты экспертизы не разглашаются, но, по словам дочери погибшего капитана, доказать, что буровая была неисправна, не удалось. После ознакомления участвующих в деле лиц с результатами экспертизы, дело, насчитывающее уже 30 томов, было передано в суд. Параллельно с расследованием уголовного дела велись арбитражные споры, связанные с выплатой страхового возмещения. Страховщик еще в ноябре 2012 года официально отказал в выплате страхового возмещения компании Arctic Mornефтегаз-Разведка, так как данный случай не был признан страховым, поскольку у платформы на момент катастрофы не было действующего класса. 11 января 2013 года владельцу платформы было отказано в иске к Российскому морскому регистру судоходства, приостановившему класс судна. Суд получил доказательства того, что при буксировке были нарушены ограничения, связанные с условиями эксплуатации «Кольской», и оговоренные в классификационном свидетельстве. В 2012 году компания-владелец платформы выплатила семьям погибших сотрудников 263 миллиона рублей компенсации. Выплаты произведены из расчета 10 годовых заработков каждого погибшего. Общая сумма расходов компании в связи с данным инцидентом составила более 279 миллионов рублей. Дальневосточное следственное управление сообщило, что восстановило картину крушения буровой установки «Кольская» в Охотском море и привело подробности ЧП, в результате которого погибли 53 человека. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что следователи завершили расследование крушения «Кольской». Обвиняемыми по делу о нарушении правил безопасности проходят главный инженер компании Arctic Mornефтегаз-Разведки, заместитель гендиректора этой же организации по безопасности мореплавания.